Всем привет, меня зовут Саша, и вы находитесь на канале Plan V. На прошлой неделе я побывал на веганском фестивале, который проходил на красивейшем курорте в самом центре острова Бали, Убуд. Этот фестиваль популярен тем, что собирает десятки разных продавцов веганской продукции со всего острова. И мне пришла отличная идея спросить людей, смогут ли они определить вегана или нет, по фотографиям, которые я им показал. Получилось забавно? Устраивайтесь поудобнее, будет весело. Всем привет, я Саша. Как тебя зовут? Алена. Яна. Лида. Саша, тоже Саша. Саша. Привет. Как тебя зовут? Меня Дима зовут. Дима. Как тебя зовут? Эдик. Эдик, очень приятно. Что ты здесь делаешь на этом фестивале? Я пришел попробовать разные виды веганской еды. Мне это все очень нравится. Что вы здесь сейчас делаете вообще? Чилим. Тусуемся на веган-фестивале. Очень приятно, очень интересно и занимательно. I'm James. James, nice to meet you. What are you doing here? I'm a vegan activist, so I go out into the streets and try to promote veganism and talk to people about the incalculable suffering that happens to animals all around the world in farms and slaughterhouses. Что ты здесь делаешь? Я пришел на веган-фестиваль, я пришел вдохновляться энергией ненасилия, кушать полезную и неполезную еду, которая получена без помощи насилия. Ну, это круто. Что может быть круче, в конце концов? Так, вот этот первый человек. Я знаю, что он врач-веган. Я предположу, что он не веган. Не веган. Предположу. А почему? Ну, немножко он социальный, точнее, такой. Не чувствуется в нем вот того, что... Вибрации? Да, почему люди становятся веганами. Он более социальный, более... То есть он на низких вибрациях. Доктор на низких вибрациях. Так. Я называю это социальностью. Веганы? Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Да, конечно, это доктор, российский доктор, ну, русскоговорящий доктор, который веган и который рассказывает и расскажет вам всем, кто будет смотреть, и вы не веган, он вам всем расскажет, почему веганство с точки зрения медицины и современной науки актуально, важно и... Короче, все ваши тараканы, с которыми вы живете, когда вам бабушка сказала, надо есть мясо, потому что мясо это мужик, а салом надо мазаться. So I've got to judge whether or not this guy is vegan based purely on his appearance. So he's got a very natural, like, facial glow. So based on that alone, I would guess he's probably vegan. Тогда сколько ему лет? Я не знаю, но я думаю, что где-то между 35... Ну, 27. 27. Не знаю, по Мне глазам. кажется, 35 где-то. 33-35. По прыщам на лице, он еще молодой. 43, наверное, не знаю. Я прям так плотно не слежу, но я подписан 40. What do you think? How old he is? Let me look again. I would guess probably 24. Amazing, because he's 38. Vegan! Yeah. So this might seem weird, but when people eat lots of meat, sometimes you get like this like red glow in their face, like shiny skin. Probably what I look like now because I'm hot and sweaty, but you tend to get this in like meat eaters, right? You look amazing. Thank you. Так, следующая фотография. Вот этот человек. Вот давай теперь ты ответишь. Фиг знает вообще. Он сильный или нет? Или просто представляется? Сильный. Ну, он сильный, он просто не знаю. Может быть и веган, может и да, нет. может быть по-разному. Я думаю, А что... почему не веган? Почему нет? Да, такую форму можно достичь и на вегане, и без. Согласна. То есть веган. Я говорю, что можно достичь и так, и так. Он может быть и мясо есть, а может быть и нет. Ну вот если бы увидели его на улице где-нибудь в подворотне в России, там, или не знаю, или где-нибудь в окраине. Если по стереотипам, то как будто мясоед. Да, потому что больше спортсменов мясоедов. Хотя я спортсмен, не мясоед. Но все равно их больше, поэтому я бы подумала, что, скорее всего, да. Ну, короче, он веган. Возможно, мы веган. не спорим, да. А на стероидах или нет? Да, Такие парни нравятся? да. Перед выступлением. Мне не нравится. Мне нет. А мне да. Мне не нравится. Дай мне Нравится. А почему нет? Ну, такая форма держится всего лишь несколько дней. Несколько дней. Но все равно он в хорошей То форме. есть через пару дней он будет опять худым. Он будет не
таким сухим. Он будет не таким сухим, но он все равно мышечный. Ну, это точно мясоед. Почему? Почему? Пиши. Подожди, он, мне кажется, какой-то слишком... Ну, тут просто много гречки ел. Не, ну я не думаю, что прям на гречке он. Я думаю, что он все-таки что-то, какие-то стероиды, что-то еще делает. Ну, стероиды вроде по вегану, нет? Не, я не думаю. Я думаю, что это концепция жизни. Это в целом о здоровом питании, о здоровом каком-то существовании. Понятно, он 100% простит. Ну, я не говорю уже 100%, но думаю, что мясоед. Вот, написано plant. Ну, первая мысль, конечно, что он не веган, но... А почему первая мысль, что не веган? Ну, потому что он слишком мощный и слишком немножечко страшный, стрёмный. Ну, такой, знаешь, серьезный, такой шашлычный персонаж. Вот. Ну, то есть, логически сказать, что это не веган. Но почему-то мне кажется, что все-таки он веган. А ты когда-нибудь видел сильных веганов? Особо нет. Таких точно нет. Вот. А прям вот сильных нет. Сильных вообще нет. Вот не видел. А таких вообще не В видел. общем, ты видишь первого сильного вегана в своей жизни. Ну, вот, наверное, да. Вот просто мне что-то интуиция подсказывает, хотя глаза говорят нет. Ну, окей, веган. Веган, да? Просто... На стероидах или нет? Ну, я не знаю, тут я не специалист. На стероидах он или... Может он быть на трансерфинге, я не знаю. Ну, просто за него, наверное, веган, потому что я так решил. This, I think this is a vegan bodybuilder. I recognize this dude. I think I've seen him in, like, maybe it was in the Game Changers or maybe it was in some kind of documentary or something. But again, that's because I think I know him. I'm not really judging him on his physical appearance. I think he's vegan. Do vegans have muscles? Yes. I don't. I'm a junk food vegan because I'm in it for the animals. But yeah, vegans absolutely can have hench, big buff muscles. Yeah. Хорошо, следующий человек. Вот тоже один из злобных. Он не веган. Я смотрела его видео на ютубе, но, по-моему, он что-то готовил с творогом, если я не ошибаюсь. По его мимике он точно не веган. Это был год 13-й, когда я его видео Он смотрела. как будто говорит, фу, веганы. Едите траву? Нет, я думаю, что он не веган точно. Он носит Армани. Ого. Так, Да. подожди, дай ему гляну в глаза. Не, ну этот мясоед точно. Это практически точно. Ну, раньше он был мясоедом. Ну, раньше все, наверное, мы были мясоеды с детства, когда нам курочку подпихивали. А почему он не веган? Ну, слушай, ну, он очень похож на классического шашлыка-жаривателя на 1 мая, поэтому вот прям сразу такой образ очень. Конечно, бывают исключения, и, возможно, он есть, но если говорить вот так вот визуально классически, то он очень похож на мясоеда. Вот если бы ты увидел его на улице, ты бы сразу бы убежал. Ну, я бы не убежал, но я бы подумал, что сейчас он точно начнет что-нибудь жарить в виде свининки и так далее. Но жарить он будет только кабачки. Ну ладно, он тоже мясоед будет. Ладно. Веган, что ли? Да, веган. Вот этот человек со странным с выражением лица. Но здесь он старается максимально выглядеть как не веган, потому что он как будто... Ну, потому что у него выражение лица, когда обычно не веганам предлагают веганскую еду. Вот, но обычно просто не веганы не едят не веганскую еду правильно, они думают, что мы едим траву. Вот, но нет, мы едим еду такую, которая не снилась не веганам. Ну, не знаю, пускай просто тупо ради статистики, пускай это будет не веган. I know this guy. This is Paul Curtin, hench herbivore. He's definitely vegan. He's a role model of mine. He's great guy. Yeah. Great guy. Yeah. I know this guy. Does he look like vegan? He doesn't look like what society tells us a stereotypical vegan looks like. They tell us that vegans are malnourished, deficient, like small and puny and pathetic. And obviously he's a hench buff dude, right? A manly man. So he doesn't look how society tells us vegans are, but I know he is. Okay, but if you didn't know him and if you saw him on the street, would you run away? Would I run away? I wouldn't, because I know that when you meet this guy on the street, he's smiling and very friendly. So maybe it's ruining this a little bit that I know this guy. I don't know. Получается, следующий человек, вот этот. Очень интересная личность. Не веган. А откуда я его знаю? Подожди, откуда я его знаю? Веган не может быть с пистолетом.
Я его точно знаю. Я тоже что-то знакомое лицо, я не помню где-то. Эти девчонки очень известная личность. Но ты скажи свои слова. Веган? Да, он веган. Я поняла, Миша, Миша. Михаил Веган. Михаил веган. Ответьте тогда на два вопроса. Зачем ему такая челка и зачем ему пистолет? Не знаю, скорее всего, это было до веганства. 90-е, конец 90-х. Надо было как-то защищать себя. Может, это было до веганства, Да, и скорее всего. все были брутальные, и он как бы... Чисто для фотки, для понтов. Да ну стопудово мясоед. Я надеюсь, он здесь не выступает. Нет, его здесь нет. Ну все, я думаю, что он мясоед. Так, он 100% веган, и он единственный в России Михаил веган. Зачем ему пистолет? Слушай, ну не знаю, может это мясоедов. А это не ты случайно? А, нет, не ты. Блин, ну прям 50 на 50. Ну, вроде по глазам, а по всему остальному, ну, я бы вот, можно 50 на 50? Или веган, или нет? Можно такой ответ? Да, скажи, зачем ему пистолет нужен? Ну, это, я думаю, просто такая фотка. Это просто игрушка. Да, зачем ему пистолет, это уже... Ну вот, можешь прочитать описание. Где? Кресты, Нет, здесь вот. Михаил... Михаил точно. веган. О, здравствуйте. Это если вы любитель традиционной славянской кухни, и если вы хотите узнать, как ваши любимые блюда, с которыми вы выросли, как оливье, всякие запеканки, всякие говномочанки, пуханки, как готовятся на крутом веганском основании, блин, я задвинул, короче, как веганизировать ваши невеганские любимые позиции, смотрите YouTube канал. Что ты думаешь, зачем ему пистолет? А он отстреливается от хейтеров, я считаю. Is that you? I don't know what to say. I mean, that's some kind of a weird vibe there, sat there with a gun. But I would probably guess not, based on that. But oh, he's got a name there, Mikhail Vegan. So that's ruined it by. Okay, why does he need a gun? I don't know. It's kind of like a. How would the kids describe it? It's kind of a beta move, right? Real men wouldn't. Real men, like what society tells us real men should be. They wouldn't need a gun. They could use muscles. But maybe it's a gun that's throwing me off. It kind of seems like lame energy, right? Okay, but if you didn't see this, I would have probably guessed non-vegan. non-vegan. Yeah. Yeah. Okay, cool. But that's because I don't like guns. Наверное, не веган. Не знаю. Почему? Ну, потому что много веганов уже Веганы было. факи не показывают. Нет, потому что много было веганов. Ну, потому что веганы Я приличные думаю, люди. что он веган, не знаю, добрые глаза. Я его не знаю, но что-то такое. Я думаю, что он веган, потому что он радуется, и радуется, ну, как-то по-настоящему. Не знаю. Что насчет жеста? Но это может быть жест мясоедом, не знаю. То есть мясоедом факт можно показывать? Нет, нет, я бы не стала. Я считаю, он мясоед. Я не делю так вообще людей, на самом Дай-ка деле. посмотрю. Я общаюсь и с теми нормально. Он слишком упитанный. А веганы обычно худые. Я разных веганов видела. Да, просто у каждого смотря своя- что он там ест, и Какая как он шея. качается. Ага. Да, по-моему, он веган тоже, наверное. Это какой-то он чувак. Да, блин, короче, у вас все веганы просто. Я не вижу, чтобы не был веган. Все веганы. Почему он тогда показывает факт? Он, наверное, показывает его хейтерам. То есть веганам можно показывать факт? Ну, конечно, веганам нельзя, и веганам вообще нельзя открывать Вот рот. давайте Веганам нужно цензура. просто идти, есть молча свою траву. Что можно нормальным людям? Можно бухать, курить, убивать животных, потом, вскрывать им вот так вот эти горла, вот потом мазаться салом. Вот это можно делать нормальным людям, а показывать факт веганам нельзя. Факт можно показывать только не веганам, потому что это... Додумайте сами, пишите в комментариях, почему можно показывать факт не веганам, а веганам нельзя. Не знаю, но я просто буду ставить на то, что этот чувак веган, и потому что он показывает факт не мне, я чувствую его энергетику, он показывает его не мне. Поэтому он как-то мимо меня. А его энергетика прямо сейчас, потому что он прямо сейчас выступает. А, да? Он похож на мясоеда. Супер сумасшедшая вегана.
Да, ну я думаю, все, пусть будет мясоедом. А, думаешь, веганам можно показывать фак? Я думаю, однозначно можно. Можно делать все, может даже больше, чем все. Ну что-то мне кажется, что он мясоед. Так, вот этот человек, он сейчас прямо выступает. Вот там. Да, да, он веган-активист. Okay, and this picture you from Instagram. Okay. Okay. Is that you? That's me. Yeah, that's me. That's a very long time ago. Yeah, that's before I was vegan actually. Yeah. And as you can tell, you probably can't tell because of the bad lighting, but that's when I had that like red bad skin glow that I was talking about. So that was before I was vegan, I think. Okay, what does this gesture mean? That it means fuck you. Okay, can vegans do that or not? Yeah. I'm just a normal dude. Okay, it's allowed, right? Yeah. Okay, thank you, amazing conversation. Okay, thank you so much. Yeah. И для тех, кто досмотрел видео до конца, я хочу сказать, что веганы такие же обычные люди. Они бывают как худыми, так и толстыми или накачанными. Но нас объединяет одно – любовь к животным и нашей планете. Забавно, как сами веганы отвечали на вопросы. Это мое первое видео на канале. Я буду снимать забавные видео про веганство и не только каждую неделю. Так как я живу на Бали, контент будет выходить связанный или не связанный с веганством. Будет очень много всего интересного и полезного. Для тех, у кого поднялось настроение, подписывайтесь на канал, и я буду ждать вас в следующих выпусках. Пока.